О, Лукас, что ты делаешь в Новосибирске? Да, действительно, да, я Вау, никогда вот не это думал, встреча. что я здесь буду. Да. Ребята, всем привет, добро пожаловать на новый подкаст Russian Progress. Последнее время я записывал видео, и вот спустя 2 месяца решил вернуться к формату подкаста. Так что вы можете найти его и на ютубе в формате видео подкаста, и в формате аудио в подкастах. Монтажа не будет, скорее всего. То есть мне нельзя ошибаться, да? Да. Мне нужно... Да, если что, все исправления будут в субтитрах и в транскрипции. Вот, Лукас очень хорошо говорит по-русски, поэтому, я думаю, ошибок Ну, они точно будут, но тем не менее... Да. Вот, монтажа не будет, потому что моя программа сломалась по монтажу, и я еще чиню свой комп. Вот, ну, не суть. Сейчас я в своем городе, родном городе Новосибирске, и я Не верится, встретил... просто такой яркий день. Ну да, да. Сейчас Очень хорошая погода. Хорошая. Потому что, например, когда я рассказываю своим друзьям в Бразилии, что я в Новосибирске, и показываем они, Да. нет, ты сейчас не в Сибири. А где, типа, в Европе? Ну, они думают, что я где-то в Европе, да, потому что да. здесь сейчас, наверное, градусов 30, поэтому... Ну да, сейчас нормально, в теньке более-менее комфортно, вот, поэтому... Единственное, что мешает сильно, вот это мошки, они постоянно... Мошки, да. Я тоже заметил, вот я был в Сербии, там никого не было, понятно, никаких насекомых, потом в Москве все нормально, в Питере, тоже в Краснодарском там крае. их нет, да? Там нету, здесь просто рядом болото, вот в Новосибирской области, поэтому здесь их много. Поэтому если мы будем вот так делать, иногда это, просто Это нормально, это машкара, это мошки. Да. Вот еще, вот, они пошли. Да. Уворачиваться от мошек, лексика. Лукас, расскажи, что ты делаешь в Новосибирске? Какими судьбами ты здесь оказался? Ну, знаешь, я до этого жил в Таиланде, и там был 2 года, нет, 3 года даже. 3 года я жил в Таиланде, и буквально 2 года назад я очень сильно, у меня было такое редкое заболевание, которые врачи в Таиланде не могли понять, что это. Ну, на самом деле нужно еще сказать, что не то, что они не нашли причину, они даже не искали. То есть там вот так вот. в Таиланде очень хорошее медицинское оборудование, но я так и не нашел узких специалистов, которые могли бы мне помочь решить, поставить диагноз и решить проблему. Так вот, я болел 2 года, я уже не знал, что делать, то есть я перестал даже работать, заниматься спортом, я даже не знал, что дальше. Что какие у тебя симптомы были? Просто слабость? Слабость, да, живот постоянно болел, то есть они, даже врачи там спрашивали, это после еды, до еды, это было все время, то есть если, все время, то есть 24 часа в суток. Вот, и потом у меня здесь очень хороший товарищ в Новосибирске. Мы очень часто общаемся, он говорит, слушай, у меня есть самый хороший врач на свете. Я уверен, что она точно тебе поможет. Я говорю, окей. Он говорит, и знаешь что, я уже заплатил за прием, так что завтра, если ты свободен, в 8 часов она тебе позвонит. Я говорю, окей, хорошо. То есть онлайн-консультация такая? Да, онлайн-консультация. Я тогда еще был в Таиланде. Вот. И как только мы познакомились с врачом, я сразу понял, что она действительно сможет мне помочь, потому что вот этот сеанс, консультация онлайн, да, она длилась 3 часа. То есть она очень сразу детально спрашивала. Очень детально, да, она реально, знаешь, она такой настоящий ученый. Она было видно, что она хотела понять, в чем проблема. Проблема не просто какие у меня симптомы, а именно причина. Какая причина.
Вот. Ну и, соответственно, после нашего первого разговора она уже знала больше про меня, чем все тайские врачи вместе взятые. С анализами, то есть ты там анализы же сдавал в Таиланде? Ну, понимаешь, да, нет, я сдавал какие-то анализы, ну, например, даже самый простой анализ, анализ крови. Там 3 маркера, но нельзя же понять, в чем проблема, если там... А вот здесь, ну, у меня, кстати, даже... с собой все. Да, все с собой, да, там, например, анализ крови, там некоторые страницы информации. Так вот. И все это стоит дешевле, ты еще мне говорил. Да. То есть я не знаю, сколько это стоит в других странах, но в Таиланде там большие деньги. Я потратил очень много денег. А здесь на самом деле гораздо такие демократические цены. Не сказать, дешевле, но дешевле. Но не дешево. Не дешево, но дешевле. Но дешевле, да. Доступно, вот. Наверное, можно вот так сказать. Вот. И сначала была онлайн. Я тогда даже не мог подумать, что вот я приеду сюда. Потому что... А потом она говорит, у меня есть представление, что это может быть, но, естественно, тебе нужно сдавать анализ. Нам нужно сделать обследование, чтобы понять, что у тебя есть. И в Таиланде это было крайне сложно. Крайне сложно, потому что врачи не понимали, а зачем тебе такие странные анализы. Вот. Я был, не сказать, конечно, во всех больницах, но я был в разных городах. Да. В клиниках, в больницах, в госпиталях. Нет, в госпиталях я не был, но в клиниках, в больницах. И это все было очень сложно. Это, еще процесс такой длинный, там, вы можете прийти там через 2 недели. Там, долго еще делается. Да, долго делается. Вот, и я ей звоню, говорю, у меня получилось сдавать вот это анализ, а вот эти все другие еще нет. Она говорит, жалко, что тебя нет в Новосибирске, потому что если бы ты был здесь, мы уже давно сдавали не только эти анализы, а еще какие-то дополнительные. Я тогда подумал, в принципе, я могу поехать, я же работаю онлайн, почему... Да. Ну и, в принципе, бразильцам можно сейчас приезжать в пандемию в Россию, получается. И да, и нет. Значит, сейчас, на самом деле, Россия закрыта. Но поскольку я приехал сюда на лечение, тогда, между Бразилией и Россией есть действительно... Соглашение какое-то? Такое двустороннее соглашение, которое позволяет бразильцам как раз приехать в Бразилию без визы. Но об этом никто не знал. То есть приехать тоже было очень сложно, могу тоже рассказать. Значит, когда я... но еще перед тем, как принять решение, я тогда был в Таиланде, а уровень заболеваемости коронавирусом был крайне низкий. Там практически никто не болел. В Таиланде, да. А в России уже болели? А в России был, как говорится, просто пипец. Да. Вот. Кстати, можно? Да, можно материться. Это часть русского языка. Хорошо. Поэтому... Пиздец, наверное, не стоит говорить, но пипец можно. Можно все. Можно все, ладно. Да. Я на самом деле не очень люблю материться, но тем не менее иногда... это прикольно. В русском языке огромное, разнообразие, поэтому можно... Великий, могучий русский язык. Да. Так вот, на чем остановились? На том, что... Как ты приехал в Россию? Вот. Ты делал какую-то дополнительную медицинскую... Нет, я тогда думал, сейчас поехать в Россию, сейчас там, наверное, точно очень холодно, минус 30 градусов. Я в Новосибирске знаю только одного человека. Что я буду там делать? Я, наверное, лучше вернусь в Бразилию. Я долго думал, вернуться в Бразилию. То есть я уже принял решение, что я не останусь в Таиланде, потому что там мне не могут помочь. В Бразилии могли бы тоже помочь, искал. Получается, в Бразилии могли. А в Бразилии я не знаю. То есть, понимаешь, я тут нашел этого врача, реально от Бога. А там непонятно. То есть, и у меня был сосед, американец, 78 лет. Он жил в разных странах. Он жил в Японии, в Корее,
в Европе, в многих странах в Европе. Ну, соответственно, конечно, еще в США. Он мне говорит, слушай, знаешь, во всех странах есть хорошие врачи и плохие. А если ты уже нашел хорошего, вопросов нет, нужно реально к нему, особенно если ты доверяешь этому человеку. Я уже вижу, да, что у вас уже было несколько приемов, ну, консультаций. Поэтому, если ты доверяешь этому человеку, ну, здесь нужно просто взять и поехать. Да. Потому что если ты вернешься в Бразилию, тебе придется начать все заново, все с нуля. Поэтому я сказал, ну, все, я поеду в Россию. Следующий шаг. Виза. Вот, тогда, я приехал в марте. Тогда Россия была закрыта. И никто не знал, можно иностранцам нельзя. То есть реально ты никто не знал. Ты просто приехал так, на удачу? Не на удачу. Но хотя, ну, вот, я позвонил в посольство. Они говорят, мы не знаем, вам нужно позвонить в МИД, это Министерство иностранных дел в России. Звоню в МИД, они говорят, ну, нужно позвонить там в авиалинии. Звоню в авиалинию, они говорят, ну, нужно в посольство Короче, да. И, короче, они направляют тебя. Да, туда-сюда. То есть толком никто ничего не знал. И я тогда просто, ну, в конце концов, решил поехать в Бангкок. Я лично пришел в российское посольство. Естественно, у меня были все документы, то есть приглашение от лаборатории, где у меня сейчас лечение. Вот. И я приехал туда, и женщина, которая там работала, она говорит, ну, извините, но мы не можем вам открыть визу, потому что сейчас Россия закрыта для туризма. Я говорю, я не турист, я сейчас на лечении. Она говорит, ну, вот эти все бумажки, которые вы принесли, это ни о чем, потому что нам нужно получить официальное приглашение от МИД, вот, а МИД рассматривает там заявление где-то 2 месяца. А я не мог уже ждать 2 месяца. У меня потом они написали второй документ, в котором было написано, что это экстренная ситуация. Да. Вот. А все равно не помогло. Я, короче говоря, пришел в посольство, они говорят, мы не можем вам открыть визу. И я тогда просто присел и начал думать, интересно, что я могу делать, потому что, без вариантов. Да. И тут, после меня в очередь была Тайка. Это интересная, это такая забавная ситуация. Она подошла к той женщине, с которой я посоветовался. А та женщина, которая работала в Таиланде, в посольстве, она по-тайски вообще не говорила, а Тайка вообще не говорила ни по-русски, ни по-английски, только по-тайски. Вот. Они там пытаются как-то общаться, вообще не получается. Я, естественно... И тут подошел ты. Да, тут подошел я. Который знает все языки на свете. Не все языки, но спросил там, может, я вам помогу. Вот. А вот эта Тайка хотела к своему мужу, который живет в Москве. Но муж не русский, итальянец. Итальянец, да. История вообще. Да. И тут, она хотела получить визу, но она могла тогда немножечко подождать, поэтому, там были разные цены, там если выдача визы там через день одна цена, через 2 дня другая цена. И, короче, она пыталась объяснить вот этой Тайке там все эти условия, все эти цены, она не понимала. То есть она неправильно поняла, нет, я не могу заплатить такие деньги. Потом я ей объяснил, она говорит, ой, я вроде поняла, но поскольку не я буду за это заплатить, ты можешь, пожалуйста, объяснить моему мужу? На итальянском. Мы им позвонили, я с ним говорил, объяснил ситуацию по-итальянски.
И тут консул сидел рядом. Мгм. Он, конечно, Нам такие люди нужны в России. был в шоке. Да-да-да. Кто это? Да, Да-да-да. какой-то Чё бразилец. за шпион. Тут говорит по-русски, по-тайски, по-итальянски. А он говорит: молодой человек, а вы не могли бы, пожалуйста, зайти ко мне здесь в кабинет? Я говорю: окей. Он говорит: ну, присаживайтесь. Ага. Окей. Рассказывайте, что вы здесь делаете. Но я ему Кто вы объяснил, такой, да, я ему объяснил, что вот я хотел поехать в Россию на лечение, потому что, ну, там, объяснил ситуацию. Он говорил: знаешь, он сказал: я не могу тебе дать визу, Мгм. потому что бразильцам не нужна виза в России. Но сейчас страна закрыта, и поэтому сейчас Бюрократически невозможно попасть. Да, непонятная ситуация. Мгм. Но я могу вам написать письмо, и вы можете показать это письмо в России, там, когда пройдешь через паспортный контроль. Мгм. И я думаю, они тебя, ну, я Пустят. думаю, будет все хорошо, Мгм. да, и они тебя пустят. Вот, и все, я купил билеты, Мгм. там через, по-моему, 2 дня. Мгм. Следующий прикол. Прихожу в аэропорт, и они говорят: ну, ты в Бразилии, да? Через Россию? Странно. Не-не-не, я в Россию. Мгм. Они: в смысле? Страна закрыта. Мгм. И тут понеслось. То есть мне пришлось там убедить Работников. работников, Аэрофлота. Аэрофлота, да. Мы с ними, не знаю, 2 часа Ага. разговаривали. Они потом говорят: ну, у тебя есть деньги? Есть. Вы понимаете, да, что если тебя не пустят в Россию, тогда тебе придется самому, ну, Мгм. купить билеты и обратно в Бразилию. Я говорю: ну, хорошо. То есть вы понимаете, да, что это риск, и Мгм. что, Мгм. возможно, придется еще Да. в Бразилию полететь. Я говорю: без проблем, Мгм. хорошо. Нет проблем, я готов. Они говорят: ну, тем не менее, это, ну, наверное, плохое решение, но Мгм. Ну, это ваше решение. да, пожалуйста. Вам виднее. Ага. Говорю: окей. Полетели в Москву. Самолет вообще пустой. Ага. Я вообще лежа. Это было когда? Какой Это было в месяц? марте, В марте. Вот сейчас или год назад? в этом году. В этом году. Да, никого практически не было в самолете. Ну, там, по-моему, 450 мест, Мгм. а пассажиров 20. Там, Мгм, ну, мгм. реально, Ну, пустой, понятно, да. пустой Мгм. самолет. Прилетела в Москву. Да, было очень тоже, на таможне было очень сложно, потому что тоже задавали очень Мгм. много вопросов. Ну, какой-то бразилец здесь оказался, Да-да-да. страна же закрыта. Ну, ты сразу эту справку показал? Да, показал, но они не поверили, они думали, что это какая-то Ага. поддельная справка. Так. Потом позвонили в лабораторию, ну и потом, конечно, ну, длинная история, но, короче Ну да. говоря, Ну, пропустили а как меня. тебе удалось вообще? Это, наверное, талант убеждать людей так и как-то... Ну, во-первых, я должен сказать, что если бы я не знал русский, я бы Мгм. сейчас не сидел с Ну, тобой конечно. в этом кафе, потому Мгм. что без русского было бы невозможно это все Мгм. организовать. Это раз. То есть все равно, когда ты говоришь на языке этой страны, народ более лояльный к тебе. Ну, без вопросов. То есть если бы на английском, даже если бы ты все то же самое Знаешь, сказал, это было бы... люди иногда меня спрашивают: зачем знать, учить языки, если Можно всё и сделать так на все, английском, да? да, знают английский. Но да, когда ты говоришь по-английски, ну, ты просто чужой, Мгм. левый человек, Да. прохожий. А Мгм. когда ты говоришь на языке, люди сразу тебя воспринимают по-другому, совершенно Да. по-другому. Ну вот, прилетел я в Новосибирск. Мгм. Конечно, тогда погода не была такая, как сейчас. А, ну вот, Блин, ну и это круто, конечно. А, Ну и все, и ты начал лечение, все. Вот. Сейчас все окей. потом, Поздравляю тебя. потом мы долго искали. Ага. То есть я сдавал очень огромное количество анализов. Мгм. То есть в Таиланде это было бы невозможно, Это потому было что бы слишком долго. список, который Да. у меня был, Мгм. я потом делал еще, не знаю, раз 5 больше анализов. В какой клинике ты лечился? Не то или... Клиника называется лаборатория Уно. Уно? Это в Академгородке? Нет, это у нас, ну, в центре. В центре. Окей, Да, понял. да, очень хорошая клиника. Мгм. Я был просто в шоке, что, ну,
в Новосибирске есть такой уровень. Не, Новосибирск славится вообще и своими да. лабораториями, университетами, Совершенно наукой, верно. Академгородок особенно. Академгородок, вот, например. Там же и вакцину придумали вторую, которая... Да. Эпивака, по-моему, называется. Эпивак, но этот... Спутник? Спутник, по-моему, тоже, нет? Не знаю точно по поводу спутника. Но то, что, как говорится, да, Москва это экономическая столица России. Санкт-Петербург культурная столица. Да. А вот как раз Новосибирск это научная столица. Да. Вот потом, да, долго искали, и поэтому я все время повторяю, да, это реально врач от Бога, потому что я даже не знаю, как она поняла, что у меня есть, потому что анализы на самом деле не показывали. Но на самом деле был один анализ, который показал антитела одного очень мерзкого и агрессивного паразита. Вот, и вот этот паразит он каким-то образом умудрился попасть в печень, ну, обычно в кишечниках, а тут он умудрился каким-то образом попасть в печень, и поэтому, да, были все эти проблемы. Вот. И даже был у паразитолога, у гепатолога, никто ничего не знал. А вот этот врач каким-то образом, ну, там, реально... Да, как доктор Хаус, да? Да. И вот, и начал лечение, да, они там потравили вот этих паразитов. Кстати, в России в последние 15 лет 10 случаев. 10 случаев было это. Да, то есть здесь есть аписторхоз, это довольно распространенное заболевание. А вот у меня были клонорхи, да, вот эти очень редкие. Поэтому, если будете в Таиланде, не стоит есть речную рыбу, потому что реально... Кстати, здесь тоже, вот река Обь, она довольно, Это из-за этого, да? Из-за этого не приготовленная рыба, какая-то сырая была? Да, сырая рыба, да. Поэтому суши не стоит есть. Вообще если... Суши не рекомендую. Я точно не буду, потому что вот этот, реально, это яд, да? Вот это блитрицид. А его можно пить только 3 раза в жизни. Иначе можно полностью разрушить печень. Поэтому я точно не хочу рисковать. Ну да. Но вот в Новосибирске и еще это вообще смешно. И в Таиланде. Север Таиланда это вообще эпицентр этого заболевания в мире. Вот. Вот эти паразиты. Аписторхоз и апсторхи. И еще здесь в Новосибирске это второе место. И, кстати, ученый, который обнаружил эти паразиты, как раз из Томска, который тоже такой второй научный центр. Второй научный центр, да. Слушай, вот такие дела. Я сейчас думаю, вообще разделить ли подкаст нам на 2 части, то есть про ту историю лечения. Бразилец лечится, уехал лечиться в Россию. Слушай, вот ты сказал доктор Хаус, на самом деле человек, который тоже работает там в клинике, она не врач, но она уже много-много лет там работает, она просто с опытом. Опытная, да, просто. Да. Она там стала смотреть доктор Хаус, и был один эпизод, в котором у человека были такие же симптомы, как у меня. И было подозрение, что возможно, это там, я сейчас не помню, как заболевание называется, но, короче говоря, самый простой способ, чтобы поставить этот диагноз, если в глазах там появляется какое-то там кольцо, то да, вот это основной маркер, что возможно у человека есть вот это заболевание. Короче говоря, они проверили мое зрение, а потом они спросили, а вы не хотели бы сделать коррекцию зрения? Да, я говорю, интересно, сколько это стоит? Они говорят, 30 000 рублей. 30? 30, да. А почему так дешево? Обычно же... Вот в Бразилии я точно не знаю, но это, наверное, 300 000. Нет, даже у нас делают за 70 где-то. За 30. То есть это, получается, это $500, грубо говоря. Да. То есть $500 за то, чтобы просто вернуть себе хорошее зрение. Да, но сейчас реально как орел. Я все вижу, все ярко, но... Да, все четко. Все четко. Но даже лучше, чем когда я носил очки. Я сейчас все вижу без проблем.
И операция длится всего лишь 15 минут. Да. Это тоже чудо медицины, потому что ты приходишь, они там что-то делают, прошло 15 минут, и все, ты видишь, что это. Раньше там люди там как-то... Да, прикрывали глаза. Да. А тут нет, ты просто, Подожди, но после операции еще восстановительный период? Да, то есть ты должен там 2-3 недели носить солнцезащитные очки, а так, я сейчас, когда на улице я их ношу, сейчас я их не ношу, потому что здесь тень, поэтому нормально. А так, сразу, то есть я пришел домой, пошел спать, проснулся после я спал где-то 4 часа и все. Да, шикарно. Я тоже делал операцию, вот я об этом еще нигде не рассказывал, но я делал операцию на исправление перегородки, и стоило это тоже где-то в районе 70 тысяч, за то, чтобы дышать вновь хорошо. То есть, в принципе, это же... Это очень важно, да, потому что конечно. Это влияет на... Кислород, может, если не хватает кислорода, ты вообще не соображаешь. Вот, так что, медицина здесь довольно хорошая, то есть есть бесплатная медицина, довольно-таки, когда простые какие-то моменты нужно сделать, решить, тогда качество не очень может быть. Но наверное, потому что там быстро, да, то есть у врача нет возможности просто посидеть с пациентом и там услышать его там. Да. В таком случае лучше обращаться в частную клинику, но если что-то серьезное, то могут и бесплатно сделать. То есть у нас бесплатная медицина высокого уровня. Да, но это, не знаю, возможно, это дискуссионный вопрос, такой... Спорный, да? Спорный. А как ты думаешь, возможно, это все-таки советское образование? Я думаю, да, это все-таки такая еще по инерции волна хорошо образованных врачей. Сейчас ничего не могу сказать, но тогда действительно образование было на совершенно другом уровне. И сейчас гораздо проще сдавать все эти экзамены. Опять же, не знаю, как у врачей, но все остальные направления, опять же, тесты появились. В Советском Союзе, по-моему, не было тестов. То есть ты всегда должен был хотя бы что-то знать, что-то сам написать, чтобы вообще в университет поступить. А сейчас все гораздо проще, и тогда, понимаешь... Кстати, я знаю, что, например, я здесь на Сибирске практически не вижу иностранцев, очень редко, но иногда они у меня попадаются, и очень часто они как раз изучают медицину. Да. Кстати, даже об этом не думал раньше, но вот есть такой момент. Что, на эту тему еще есть что добавить тебе? Я теперь доволен как слон, как говорится. Потому что, во-первых, я гораздо лучше себя чувствую, я вижу, поэтому мы тут подписываем подкаст, записываем подкаст, поэтому жизнь только начинается, новая жизнь. Да. Еще что можно сказать? Я думаю, что, к сожалению, в этом году мало кто путешествовал, побывал в разных странах. Очень интересно было приехать в Россию, потому что, несмотря на то, что уровень заболеваемости здесь довольно высокий, жизнь особо не поменялась. Да? То есть мы сейчас спокойно сидим в кафе, можно гулять, можно делать на самом деле все, что... так, как было 2 года назад. Да. Конечно, нужно носить маску в супермаркете, в метро, а так в основном ничего кардинально не поменялось. Первые 2 месяца, когда когда еще не понимали, когда пандемия началась, еще нельзя было ходить по кафе, но потом летом отменили, и можно спокойно жить. В Таиланде, несмотря на то, что, например, в городе, где я жил, в Чангмае, 0 кейсов. Да. Вообще никто не болел, но тем не менее люди даже дома сидели в масках. Может, поэтому, с другой стороны, и не болели, потому что... Да? Поэтому, опять же, это тоже очень спорный вопрос, как лучше, да? Это китайская модель, где мы сразу все закрываем. Знаешь, у меня такое мнение. Надо было все-таки вначале все закрыть, но поскольку вначале не закрыли, потом нет смысла эти локдауны, потому что,
вирус распространяется, к сожалению. Но на самом деле я думаю, что тайцы в этом плане молодцы, что они сразу закрылись, и поэтому там вирус не распространялся. Но, с другой стороны, для психики там очень тяжело сейчас. Там очень тяжело. Потому что люди реально очень сильно боятся, и это, действует на психику. Действует на психику, да. Да, да. И я был еще на юге, на островах. Там вообще пусто, все это так странно, но какой ghost town. Да. Все пусто, все закрыто, там даже супермаркет закрыт. Как будто там, не знаю, Чернобыль. Да, такое ощущение. заброшенный город. Заброшенный город, да. Ну, я поздравляю тебя с тем, что ты теперь здоровый и довольный как слон. Я доволен как слон. Вот послезавтра улечу в Москву, а потом хотелось бы в Европу. У меня прадед итальянец, и поэтому я хотел бы получить итальянское гражданство. Вот, поэтому у меня такие планы. Круто. Ну, наверное, это будет первая часть нашей беседы, потому что я хотел бы с Лукасом еще пообщаться на тему языков, но так как уже довольно долгий эпизод. Такой необычный, наверное, да, эпизод необычный. про российскую медицину. Да, вот, так что скоро выйдет вторая часть, ну и все ссылки на Лукаса будут в описании. Отлично. Вот, ну и если вы хотите повторить вот этот материал, то на Патреоне вы найдете транскрипцию, и мы сейчас запишем вторую часть. Давайте. Пока-пока. Привет. Что это вы снимаете, Дмитрий? Это Артем. Бразилец лечится в России. Лечится в России. Ой, блин, грустная тема. Слушай, может